Когда мы смотрим на политическую карту мира, Австралия выглядит как колоссальный монолит благополучия, омываемый лазурными водами двух океанов. Это шестая по площади страна в мире, занимающая целый континент. Однако за глянцевыми снимками Сиднейской оперы, небоскребов Мельбурна и золотых пляжей Квинсленда скрывается пугающая географическая правда. Этот материк — пустой дом. Огромные пространства, по площади превосходящие всю Западную Европу, представляют собой враждебную среду, где природа не просто не рада человеку, а активно и методично пытается его изгнать. Почти все население страны, около 90%, сосредоточено в узкой прибрежной полосе, преимущественно на юго-востоке и юго-западе. Стоит вам отъехать на 200 километров вглубь материка, как цивилизация начинает стремительно истончаться, пока не исчезает вовсе. Исчезают многополосные шоссе, заправки встречаются раз в несколько сотен километров, а города превращаются в крошечные форпосты из 3 домов и пыльного паба. Дальше начинается аутбэк. Бесконечная пустота, где горизонт дрожит от зноя, а тишина становится настолько плотной, что начинает давить на уши. В самом сердце материка раскинулось то, что ученые называют австралийской платформой. Это один из самых древних участков земной коры, который не знал значительных тектонических сдвигов или вулканической активности миллионы лет. Казалось бы, стабильность — это хорошо, но для Австралии это стало проклятием. Почвы здесь не обновлялись эпохами, они буквально вымыты временем. Центральная часть занимает колоссальные 3 миллиона квадратных километров. Это Великая песчаная пустыня, пустыня Гибсона и большая пустыня Виктория. Это пространство не статично. Из-за глобального изменения климата, эрозии и уничтожения скудной растительности инвазивными видами, вроде кроликов и верблюдов, пустыня продолжает расти, отвоевывая у жизни последние плацдармы. Здесь нет привычных нам дюн из желтого песка. Это красный центр, где земля окрашена окислами железа в цвет запекшейся крови. Жизнь здесь превращается в постоянную борьбу с законами физики. Температура воздуха в центре континента регулярно переваливает за отметку в 50 градусов Цельсия в тени. Но тени здесь нет. Низкорослые кустарники с жесткими, как проволока, листьями не дают защиты. В таких условиях человеческий организм работает на пределе. Влага испаряется с поверхности кожи быстрее, чем вы успеваете сделать глоток. Кто в здравом уме захочет там селиться? Исторически здесь выживали лишь аборигены, создавшие уникальную культуру песенных троп, позволявшую находить скрытые источники воды по памяти предков. Современный человек чувствует себя здесь инопланетянином. Редкие современные поселения, такие как Кубер-Педи, существуют только благодаря жажде наживы, добыче драгоценных опалов. Люди там вынуждены жить буквально под землей, вырубленных в скале или пещерах, потому что на поверхности жизнь физически невыносима. Но проблема не ограничивается только центральной печью. Еще примерно такую же территорию, еще 3 миллиона квадратных километров, занимает полупустынная местность, так называемый буш. Это коварная земля. На первый взгляд она кажется пригодной для пастбищ из-за редких пучков травы спинифекс. Но это иллюзия. 90% австралийской земли совершенно непригодна для земледелия. Геологический возраст континента привел к тому, что в почве практически отсутствуют фосфор и азот, ключевые элементы для роста растений. В то время как Европа и Америка пользуются плодами ледниковых периодов,
которые перепахали землю и обогатили ее минералами, Австралия оставалась нетронутой. Здесь земля мертва на огромную глубину. Попытки масштабного освоения этих территорий в XIX и начале XX века закончились национальной трагедией. Первые поселенцы, ослепленные размерами свободной земли, пытались выращивать здесь пшеницу и разводить скот по европейским методикам. Результат — катастрофическая деградация почв, пыльные бури, закрывающие солнце в Сиднее, и тысячи заброшенных ферм-призраков, которые сегодня служат памятниками человеческой самонадеянности. Австралийский фермер в Аутбеке — это не аграрий, а аскет, надеющийся, что в этом году его овцы найдут хоть немного органики среди камней. Главный ограничитель австралийской экспансии — это тотальное отсутствие пресной воды. Австралия — самый сухой обитаемый континент на планете. Здесь нет великих рек, подобных Амазонке, Волге или Миссисипи. Система Муррей-Дарлинг, которую называют главной водной артерией страны, по мировым меркам — это мелководный ручей, который в засушливые годы превращается в цепочку стоячих луж. Внутренние районы Австралии практически лишены постоянных водоемов. На картах мы видим голубые пятна озер, но это географический обман. В Австралии всего 6 крупных озер, и их глубина редко превышает от 1,5 до 2 метров. Большую часть времени это солончаки. Например, озеро Эйр, крупнейшее в стране, наполняется водой полностью лишь пару раз в столетие. Все остальное время это гигантская ослепительно-белая пустыня из соли, где нет ничего живого. Осадки выпадают крайне редко и крайне неравномерно. Когда приходят тропические циклоны, они вызывают мгновенные наводнения, которые смывают верхний слой почвы. Но вода не задерживается. Она либо мгновенно испаряется под 50-градусным солнцем, либо уходит в глубокие подземные горизонты. Единственное спасение — большой артезианский бассейн. Гигантское подземное море под четвертью континента. Но эта вода часто слишком соленая или содержит столько минералов, что ее нельзя использовать для полива без дорогостоящей очистки. Вода в глубине материка — это стратегический ресурс. Стоимость ее доставки в отдаленные районы делает ее золотой. Если бы не сложнейшая сеть водохранилищ и трубопроводов, а также современные заводы по опреснению морской воды в мегаполисах, Австралия сегодня не смогла бы прокормить даже 26 миллионов своего населения. Любая поломка насосной станции в Аутбеке — это вопрос жизни и смерти в течение 24 часов. Если жара, отсутствие почвы и жажда вас не остановили, это сделает местная фауна. Эволюция в Австралии шла своим, изолированным путями, создав наиболее совершенные механизмы уничтожения жизни. Важно понимать, концентрация ядовитых существ увеличивается в геометрической прогрессии по мере продвижения вглубь континента. Центр материка — то законная территория Тайпана-Маккоя. Яда одной этой змеи достаточно, чтобы убить 100 взрослых мужчин или 250 тысяч мышей. Ее укус вызывает мгновенный паралич дыхательной мускулатуры и свертывание крови в сосудах. Рядом с ней соседствуют коричневые змеи и смертельные гадюкообразные змеи, чей камуфляж делает их невидимыми среди красной пыли. Но опасность исходит не только от рептилий. Внутренние районы кишат пауками, чьи укусы вызывают некроз тканей, и скорпионами. Даже млекопитающие здесь недружелюбны.
Одичавшие верблюды, завезенные когда-то для караванов, сегодня превратились в миллионную армию, которая в поисках воды уничтожает инфраструктуру поселений, выламывая заборы и кондиционеры. Кенгуру, достигающие 2 метров в высоту, являются главной причиной ДТП. Столкновение с такой грудой мышц на ночном шоссе фатально для любого автомобиля. В реках севера и центральной части, там, где вода все же появляется, безраздельно властвуют гребнистые крокодилы. Крупнейшие наземные хищники планеты, не знающие страха перед человеком. В этой экосистеме человек не венец творения, а случайный прохожий, у которого нет ни единого естественного преимущества. Австралия — это великое напоминание человечеству о том, что планета не принадлежит нам целиком. Это континент-крепость, где цивилизация смогла закрепиться лишь на узких береговых плацдармах, поддерживая свою жизнь с помощью сложнейших технологий. Глубинная Австралия остается первобытной, беспощадной и пустой территорией, где истинным хозяином является раскаленный ветер и древнее безмолвие. Попытки покорить этот центр продолжаются, но каждый раз природа доказывает: в Красном центре можно лишь гостить, и то недолго. Жить там значит вести ежедневную войну за каждый глоток воздуха и воды, войну, в которой человек в долгосрочной перспективе обречен на поражение.